Притча о зеркале души. В древнем городе жил мастер, создававший удивительные зеркала. Говорили, что в его зеркалах люди видели не только свое отражение, но и свою душу. Однажды к нему пришли 3 путника. Первый путник был богатым торговцем. Взглянув в зеркало, он увидел себя нищим и воскликнул: «Это зеркало лжет! Я владею несметными богатствами!» И в гневе разбил зеркало. Второй путник был знаменитым воином. В зеркале он увидел себя среди цветущего сада, где дети играли в мяч. «Какая глупость!» — фыркнул он и отвернулся от зеркала. Третьей была простая девушка, помогавшая больным в городском приюте. Взглянув в зеркало, она увидела себя окруженной тьмой, но в ее руках горела маленькая свеча, свет которой становился все ярче. Девушка улыбнулась своему отражению. Мастер молча наблюдал за каждым. Когда же его спросили, почему зеркала показывают разное, он ответил: «Мои зеркала отражают не то, кем вы кажетесь, а то, кем вы становитесь». Торговец видит свой страх потерять богатство, воин — непрожитую жизнь, а девушка — свет, который она несет другим, даже не осознавая этого. Но почему одни видят в зеркалах то, что их пугает, а другие — то, что их радует? — спросили его. Мастер улыбнулся. Зеркало показывает то, что живет в вашем сердце. Страх видит угрозы, гордыня — несовершенство, а любовь всегда видит свет, даже в самой глубокой тьме. С тех пор многие приходили к мастеру, чтобы взглянуть в его зеркала. Но не все решались это сделать, ведь порой самая сложная задача — это честно взглянуть в глаза собственной душе. Говорят, что зеркала того мастера существуют и поныне. Их не нужно искать в древних городах или далеких странах. Они живут в каждом нашем поступке, в каждом выборе, в каждом взгляде на мир вокруг нас. И каждый раз, когда мы совершаем выбор, мы смотримся в такое зеркало, даже если не осознаем этого. Мораль притчи в том, что истинное богатство человека измеряется не тем, что он имеет, а тем, что живет в его сердце. И самое важное не то, как мы выглядим в глазах других, а то, какой свет мы несем в этот мир.